В одной глухой деревне жил охотник со своей семьей. Возвращаясь как-то с охоты, мужчина нашел волчонка. Охотник принес его домой. Он пожалел волчонка и даже не посадил его в клетку. Возможно, он был тронут тем, как его 7-летний сынишка играл с пушистым комочком, или ему просто было некогда заниматься зверьком. Волчонок рос в доме, с виду он был похож на щенка обычной дворняги, но дикие искры выдавали в нем будущего хищника. Обычного лесного волчонка нельзя приручить, сколько ни старайся. Поэтому он был просто игрушка до тех пор, пока не стал опасен. Несмотря на дикий нрав, зверек полюбился мальчику, и сорванец был готов даже хорошо учиться, лишь бы побольше проводить времени со своим питомцем. К тому же, наличие настоящего, хоть и маленького волка прибавляло ему важности в глазах остальных мальчишек. Но время шло, и щенок превратился в подростка. Волка нельзя держать на цепи, как дворового пса, поэтому его посадили в вольер. Но разве деревянная клетка может удержать настоящего хищника? Однажды ночью он сбежал. Мальчик горевал и плакал, но волк не собака, конечно, он не вернулся. Чтобы утешить сына, родители завели щенка, и тот заполнил пустоту в сердце мальчика, ведь собаки ласковые и верные друзья, способные лечить душевные раны. Так прошло несколько лет, милый мальчик тоже превратился в нескладного подростка, который любил допоздна бродить по улице. И вот пришла очередная зима. Она выдалась холодной и голодной. В деревне появились слухи, что к домам стали выходить волки. Однажды, поздно вечером, сын охотника возвращался домой и увидел в темноте горящие глаза, деревенские собаки попрятались в страхе, а парня стали окружать серые хищники. Целая стая вышла из леса, чтобы съесть беззащитную добычу. Вся жизнь пронеслась у подростка перед глазами, он понял, что его сейчас станут рвать на части и помощи ждать будет неоткуда. Пока люди поймут, в чем дело, волки перегрызут ему горло. Волки наматывали круги, приближаясь к жертве, впереди шел матерый вожак. Когда расстояние сократилось до такой степени, что стало слышно хриплое дыхание зверей, серый хищник вдруг остановился в нерешительности, вслед за ним замерли и другие волки. Вожак стоял неподвижно и осторожно принюхивался к парню. Внезапно он едва вильнул хвостом, развернулся спиной к жертве и, издав повелительный рык, заспешил к лесу, стая отправилась вслед за ним. Когда парень пришел в себя, он осознал, что чудом избежал смерти, а причиной такого поведения стало то, что выросший волчонок узнал своего маленького друга и не посмел его обидеть. Эта невероятная история доказывает нам, что настоящей верности не существует времени и расстояния, даже если ее обладатель опасный хищник. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.